Почему самые важные ответы иногда приходят не тогда, когда мы думаем изо всех сил, а ночью, во сне, в тишине, в момент, когда внешний шум наконец стихает? Почему человек может долго анализировать, просчитывать, объяснять и все равно не видеть решения, а потом вдруг проснуться с ощущением «я понял»? Не доказал, не вывел формулу, а именно понял. И вот здесь начинается самое интересное. В мозгу действительно нет света в обычном смысле. Мозг не смотрит на мир напрямую. Он живет внутри черепа, в темноте, и собирает реальность из сигналов: зрения, тела, памяти, эмоций, ожиданий, опыта. А шишковидная железа связана с одной из самых древних тем организма — с переходом от света к темноте, от дневной активности к ночному режиму, от внешнего контроля к внутренней переработке. Она не создает интуицию. Она не является магической лампой в голове. Но она участвует в той биологической архитектуре, где темнота становится сигналом для смены режима. И, возможно, именно поэтому древние тексты так часто связывали интуицию не с дневным светом рассудка, а с ночью, с тишиной, со сном, с внутренним зрением. Древний текст называл это интуицией. Современная физиология говорит о ночных ритмах, сне, мелатонине и шишковидной железе. А психика знает это как момент, когда среди внутренней темноты появляется направление. Логика показывает, интуиция открывает. У Шмакова есть очень точная фраза: логика и интуиция исполняют каждая свою обязанность. Обе они незаменимы. Логика, которая одна может дать уверенность, есть орудие показательное. Интуиция есть орудие открывающее. Вот здесь начинается главное. Логика показывает, она строит цепочку, она проверяет, она объясняет. Но интуиция открывает. Она не всегда идет по ступеням, она иногда сразу схватывает форму. Логика говорит: вот доказательство. Интуиция говорит: вот направление. И если логика — это карта с дорогами, то интуиция — это внутренний ориентир, который появляется тогда, когда карта еще не дорисована. И здесь важно, Шмаков не противопоставляет интуицию разуму. Он не говорит «брось думать и просто чувствуй». Наоборот, он показывает две разные функции познания. Логика нужна, чтобы оформить. Интуиция нужна, чтобы открыть. Разум собирает детали. Интуиция иногда видит контур целого раньше, чем детали успели встать на место. Интуиция требует перестройки сознания. Шмаков пишет: «Всякое познание осуществляется высшей сущностью. Но для того, чтобы это познание могло осуществиться, необходимо и достаточно так перестроить стремящееся к постижению сознание, чтобы оно могло воспринять веяние этой сущности. Современным языком интуиция появляется не просто потому, что человек ждет знак. Сознание должно сменить режим. Когда человек перегружен, напряжен, залит информацией, чужими голосами, экранами, тревогой и контролем, тонкий сигнал тонет. Он не исчезает, он перекрыт шумом. И здесь появляется первый мост к шишковидной железе. Шишковидная железа связана с темой темноты, сна, мелатонина и биологических ритмов. Не с мистическим ясновидением, а с переходом организма в ночной режим. Днем система смотрит наружу. Ночью система начинает перерабатывать внутри. Днем сознание часто держит реальность усилием. Ночью контроль ослабевает, и разрозненные впечатления могут начать соединяться иначе. Поэтому интуиция часто приходит не в момент давления, а после перехода в другой внутренний режим. Сон, тишина, пауза, снижение внешнего света, расслабление внимания, ночное состояние. Не потому что ночь магическая, а потому что в тишине иногда слышно то, что днем было заглушено. Закон интуиции. У Шмакова есть почти готовый закон интуитивного познания. Он пишет: «При всяком интуитивном познании человек должен ясно формулировать свою цель и объять своим сознанием всю систему представлений, которая ведет к этой цели. Он должен твердо очертить эту первоначальную систему, совершенно отделить ее от всего остального мира,
всю силу своей воли сосредоточить на желании данной цели, и в момент высшего напряжения этой воли он должен в порыве ввысь оторваться и от цели, и от начальной системы, стремясь вглубь своей собственной сущности. Мгновение спустя он уже будет иметь ответ. Если же ответа не последует, то это покажет лишь то, что средоточие было исполнено не с достаточной полнотой и совершенством. Это можно прочитать как древний алгоритм работы с интуицией. Сначала цель, потом контур, потом сосредоточение, потом максимальное напряжение внимания, а затем отпускание. Интуиция возникает не тогда, когда человек бесконечно давит на вопрос, а когда он сначала собирает вопрос целиком, а потом перестает держать его только дневным контролем. То есть закон интуиции можно сформулировать так. Интуиция — это ответ, который появляется после полной сборки вопроса и последующего перехода сознания в другой режим. Именно поэтому решение иногда приходит после сна. Днем человек собрал проблему. Ночью система перестроила связи. Утром появляется ощущение «я понял». Не потому, что во сне кто-то прошептал готовую формулу, а потому что психика продолжала работать там, где дневной разум уже устал. Почему свет виден только в темноте? У Шмакова есть образ луны, ночи, белого луча и глубокого покоя. Светлое око Изиды, луна, посылает на землю свой белый луч, холодный и матовый. Серебристые нити его чаруют уснувшую природу. Неизъяснимое чувство глубокого покоя, под которым где-то далеко внизу бушуют могучие стихии, охватывает душу каждого человека при виде девственного ночного светила. Это не просто красивая картинка, это описание состояния. Снаружи — ночь, внизу — стихии, внутри — покой. И только в этом покое становится возможным тонкое восприятие. Свет звезды виден не потому, что он сильнее Солнца, он виден потому, что наступила темнота. Так и с интуицией. Иногда человек не слышит внутренний ответ не потому, что ответа нет, а потому, что внутри слишком много внешнего света. Слишком много чужих прожекторов. Слишком много объяснений. Слишком много контроля. Слишком много дневной логики. Слишком много шума, который выдает себя за ясность. И тогда психике нужна ночь. Не как провал, а как условие, в котором тонкий сигнал наконец становится различимым. Шишковидная железа здесь становится не доказательством мистики, а очень точным биологическим символом. Темнота приходит снаружи, а внутри превращается в сигнал смены режима. Внешний свет уменьшается, внутренняя переработка усиливается. И то, что днем было хаосом, ночью может начать складываться в образ. Сон как вход в особый режим. Сон не случайно связан с интуицией. Во сне человек перестает держать реальность жесткой волей. Дневной контроль ослабевает. Разрозненные впечатления начинают соединяться иначе. То, что днем было набором фактов, ночью может стать образом. То, что днем было тревогой, ночью может стать символом. То, что днем невозможно было решить напрямую, во сне иногда собирается в одну картину. И это очень близко к тому, как Шмаков описывает интуитивное познание. Познание в разуме и познание интуицией равноправное. Как то, так и другое не дается даром, а является результатом работы и напряжения сознания. Различие лишь в технике познания. При познании в разуме человек должен сделать силой своей воли ряд построений по перемещению плоскости сознания. При познании с помощью интуиции эта плоскость сознания только перестраивается, как бы видоизменяется без перемещения силою той же самой воли. Это можно сказать проще. Логика переставляет элементы. Интуиция меняет саму плоскость восприятия. Дневной разум как будто двигает фигуры по доске. Интуиция иногда меняет саму доску. Поэтому ответ иногда приходит не как мысль, а как новое видение всей ситуации. Не «я нашел еще один аргумент», а «я увидел, как это устроено». Вот почему сон может быть не уходом от реальности, а лабораторией внутренней сборки. Интуиция — не враг разума. Очень важный момент.
У Шмакова интуиция не отменяет разум. Он прямо пишет: разум и интуиция одинаково должны служить человеку. Мышление и логическое познание не должны ни нарушаться интуитивным познанием, ни нарушать его. Более того, всякое познание должно осуществляться мощью обоих начал. Все воспринятое интуицией должно быть переведено в разум, освящено им и выявлено в деталях. Всякое рассудочное познание должно привлечь к себе свет интуиции и быть проанализировано ее мощью. Это идеальный фрагмент для нашего подхода. Интуиция без разума может стать туманом. Разум без интуиции может стать клеткой. Интуиция открывает. Разум проверяет, оформляет, переводит в действие. И это уже не мистика ради мистики. Это взрослая архитектура познания. Сначала приходит целостное ощущение, сюда. Потом разум спрашивает, как именно, на каких основаниях, что можно проверить, какой следующий шаг. Не путаю ли я интуицию с тревогой, желанием или страхом? И только тогда интуиция становится не фантазией, а внутренней навигацией. Потому что настоящая интуиция не освобождает человека от проверки. Она дает направление, а разум помогает пройти путь. Шишковидная железа как орган ночного перехода. Теперь вернемся к шишковидной железе. Мозг действительно находится в темноте. Он не видит мир напрямую. Он получает сигналы и строит внутреннюю модель реальности. Он связывает ощущения, память, тело, эмоции, ожидания, прошлый опыт и текущий контекст. То есть все, что мы называем «я вижу мир», на самом деле уже является внутренней сборкой. А шишковидная железа особенно интересна потому, что она связана не с дневным «смотреть наружу», а с ночным переходом организма в иной режим. Темнота приходит снаружи, но внутри она превращается в биологический сигнал. И тут появляется сильная метафора. Шишковидная железа не освещает мозг. Она помогает телу войти в состояние, где внутренний свет становится возможным. Не лампа, а переключатель режима. Не магическое око, а биологический символ перехода от внешнего света к внутренней переработке. И если говорить языком эмерджентной архитектуры психики, ночь — это не просто отсутствие света. Ночь — это другой режим сборки. Днем система собирает данные, ночью система ищет связи. Днем мы видим предметы, ночью психика может увидеть отношения между ними. И иногда именно из этой темноты рождается то, что человек называет интуитивным знанием. Интуиция как путеводный свет. У Шмакова есть почти финальная формула. Интуиция, этот высший дар, делается воистину путеводной звездой человека. Он начинает видеть все через ее свет. Интуиция есть именно та сторона существа человека, которая делает его божественным. Она приобщает его к горнему миру и связывает со всем неразрывными узами. Для нашего современного перевода здесь важно не слово «божественный», а сама структура. Интуиция — это не отдельная мысль, это способ видеть связи. Когда человек начинает чувствовать не только отдельные факты, а целое поле. Не только что произошло, а куда это ведет. Не только что я думаю, а что во мне собирается. Не только какой выбор правильный, а какой выбор делает меня более целостным. И здесь интуиция становится не вспышкой случайного чувства, а особым способом видеть конфигурацию. То есть не просто «мне кажется», а «я чувствую форму целого», и теперь могу проверить ее разумом. И здесь вопрос не в том, как открыть третий глаз. Вопрос гораздо точнее. Что во мне должно стихнуть, чтобы я услышал собственный сигнал? Иногда интуиция приходит не потому, что человек сильнее напрягся, а потому что он перестал освещать себя чужим светом, чужими мнениями, чужими страхами, чужими сценариями, чужой спешкой, чужими ожиданиями, чужим объяснением того, кем он должен быть. Иногда психике нужна темнота, чтобы увидеть свою звезду. Но эта темнота не про беспомощность. Это пространство, где внешний шум отступает,
а внутренняя система начинает различать собственное направление. Сегодня вечером попробуйте простую вещь. Перед сном уберите экран хотя бы на несколько минут. Сядьте в тишине, закройте глаза и спросите себя не «что я должен решить?», а иначе «какой тонкий сигнал я все время заглушаю?». Не торопитесь отвечать. Пусть вопрос уйдет глубже. Иногда ответ приходит не сразу. Иногда он приходит утром, иногда образом, иногда сном, иногда странным спокойным знанием «я уже знаю, куда мне идти». И, возможно, именно это древние тексты называли интуицией. Не светом, который падает снаружи, а светом, который становится видимым, когда внутри, наконец, наступает ночь.